В этом видео мы начнем блокировать новую анимацию. Это будет холостая анимация белки. Но нам нужно, чтобы наш персонаж перешел из цикла бега в остановку, сделал холостой ход, а затем вернулся в цикл бега. По крайней мере, для того, чтобы наш персонаж проверял окружающую обстановку. А затем, когда он услышит какой-нибудь шум, возможно, он вернется в цикл бега, чтобы спастись от опасности. Анимировать это будет очень забавно, и первым шагом всегда будет проверка ссылок. В поисках какой-то конкретной информации. Первое — это ритм персонажа. Ты можешь видеть, как мы очень быстро перескакивали из одной позы в другую, а иногда просто останавливались. И тогда все почти оставалось неподвижным. Эти различные резкие движения действительно подчеркивают тот факт, что наш персонаж легкий. Белки используют свои хвосты также для передачи своих чувств и для общения между собой. Так что мы можем использовать хвост, чтобы передать нашему персонажу удивление или страх. Последнее, что действительно просвечивает сквозь эти отсылки, это характер персонажа. Это действительно быстрый темп, и он действительно показывает многое, когда персонаж не так сильно двигается. Мы будем блокировать 5 поз. Первый фильм, где наши герои останавливаются и смотрят по сторонам. Затем он поднимется на заднюю ногу и, может быть, понюхает воздух. Тогда мы отвлечем его внимание на другую сторону. Тогда он повернет голову в более приземленную позу, потому что он что-то услышал, перейдет в позу, в которой он начнет бежать, спасаясь от опасности. Поскольку мы собираемся перейти от цикла бега, первое, что я сделаю, это почищу цикл бега. Поэтому я выберу более старую кривую, нажму Shift и сниму модификатор циклического. Затем я выберу корневую кость, нажму Shift и избавлюсь от линейной экстраполяции, выбрав постоянную экстраполяцию. Убедись, что у тебя выбраны все клавиши при удалении модификаторов, иначе твой персонаж будет вести себя странно. По крайней мере, это выглядит довольно забавно, но с этим будет трудно работать. Так что, как только я закончу, я продублирую свой цикл бега, чтобы у меня было новое действие для работы, которое я назову холостым ходом. И я сохраню анимацию цикла выполнения в начале этой новой анимации. Это поможет нам создать переход между анимацией холостого хода и циклом выполнения. Нам придется анимировать нашего персонажа, переходящего от цикла выполнения к холостому ходу. Но, как мы уже делали для любой нашей анимации, я перейду к 15 кадру и перестану блокировать первую позу нашего холостого хода. Первое, что я делаю, это расправляю ноги персонажа, потому что они находятся на земле, и поскольку у вас будет какая-то неподвижная поза, нам нужно, чтобы он был заземлен. И чтобы немного облегчить нашу жизнь, я буду стоять задними ногами на земле. В том же положении, в каком они были, когда он приземлился в конце цикла бега. Ты можешь принимать любую позу, какую захочешь, но я верю, что тебе будет лучше следовать тому, что я делаю, чтобы ты не потерялся, если не будешь так сильно использовать анимацию. Поскольку я блокирую позу персонажа, я дам тебе ключевой компонент, который я ищу при этом. Я не хочу, чтобы мой персонаж оставался на 4 ногах в прямой позе. Если ты поднимешь одну ногу, ты автоматически перенесешь свой вес на другую. Так ты сохранишь равновесие. И мы хорошо видим это на эталонных позах. Наш персонаж повернулся на правый бок. Вся его грудь слегка смещается, чтобы оказаться прямо под передней ногой. Таким образом, его центр масс выровнен с передней ногой, выровнен с этими точками соприкосновения. Если бы мы посмотрели на нашего персонажа снизу, мы могли бы увидеть, что 3 точки соприкосновения 3 ног, соприкасающихся с землей, образуют треугольник. И центр масс нашего персонажа более или менее центрирован с этим треугольником. Таким образом, наши персонажи выглядят сбалансированными. И это очень важная вещь, когда ты делаешь такого рода праздные позы. Поскольку больше нет инерции, подобной движению вперед, как в цикле бега, тебе нужно сделать так, чтобы твой персонаж выглядел сбалансированным в каждой позе.
Еще одна очень важная вещь, которую нужно сделать, это повернуть персонажа так, чтобы найти точку соприкосновения. Снова посмотрев на ориентир, мы видим, что плечо направлено вниз, в сторону точки соприкосновения. И как и в большинстве случаев, вы хотите создать противоположный поворот бедрами. Классный трюк, который нужно запомнить, это создать V-образную форму с линией плеча и линией бедер. Затем мы пытаемся придать хвосту красивую изогнутую форму. И когда я почувствую, что поза выглядит хорошо, я воспользуюсь контроллерами настройки, чтобы исправить форму передней ноги. В текущей позе передняя нога, соприкасающаяся с землей, наклоняется вперед, и это выглядит немного странно. Поэтому я использую этот контроллер твикера, чтобы исправить это. Сначала проверь вращение, а затем просто отодвинь шарнир немного назад. Как мы делали раньше, во время этой стадии блокировки я абсолютно не учитываю время анимации. Я просто устанавливаю ключевые позы или золотые позы каждые 5 кадров. Я видел, как люди устанавливали эти ключевые позы каждый кадр, а затем перемещали их, когда они знали свой первый временной путь. Для следующих 2 поз я хочу, чтобы мой персонаж как бы расслабился и сел. В первой позе наш персонаж переходит из предыдущей позы, наблюдая справа от себя. А затем я хочу, чтобы он смотрел слева от себя, чтобы у нас было крутое вращение и смена позы. Так что, как обычно, старайся избегать двойничества в своих позах. Подумай о силуэте своего персонажа. Это хорошо читается. И подумай о балансе твоего персонажа и его эмоциональном состоянии. Он расслаблен, любопытен, находится в опасности, испытывает стресс. Когда я буду строить самую первую сидячую позу, я как бы немного отодвину персонажа назад. Поэтому я смотрю ссылки из видео, которые я привел в документации, чтобы проверить искривление тела персонажа, например. Поэтому я использую как вращение, так и расположение другого контроллера. Не стесняйтесь перемещать контроллеры. Многие люди, особенно новички, склонны использовать только вращение, особенно для кости позвоночника или кости руки, при использовании прямой кинематики. И многие установки не позволяют перемещать сустав, используя каналы расположения. Хотя такое поведение может быть физически правильным, потому что на самом деле вы не можете двигать костью, вы можете только вращать ее. С точки зрения анимации это не обязательно актуально. Потому что если у вас нет установки, которая идеально имитирует физическое поведение вашего персонажа с костями, жиром и всем прочим, вы можете не получить интересную форму или правдоподобную форму тела вашего персонажа, только вращая контроллеры. Особенно с таким пушистым характером. Поскольку в данный момент ты анимируешь не скелет, а все начиная со скелета мышц, костей и меха. Так что, как обычно, подумай о форме своего персонажа, подумай о его силуэте и подумай о том, что ты хочешь донести. Вот я хочу, чтобы он прохлаждался на задней ноге. Так что я немного сжимаю его. Напоминание: не забудьте настроить свои клавиши на постоянную интерполяцию и не забудьте настроить весь свой персонаж, чтобы избежать скольжения ног и всего подобного рода махинаций. В третьей позе я хочу, чтобы моему персонажу было любопытно, что происходит в его окружении. Поэтому я поверну его другой стороной, чтобы у нас был контраст между предыдущей позой и текущей. Один из ключевых компонентов этой следующей позы — любопытство. Я хочу, чтобы персонаж нюхал воздух вокруг себя, как будто что-то привлекло его внимание. Вот почему я придам его телу более вытянутую позу. Он раздвигает голову, чтобы понюхать воздух. Его тело как бы растянуто или вытянуто из-за его любопытства. И так как поза слегка наклонена вперед, я заложил хвост назад, чтобы персонаж был уравновешен. У него больше веса головы вперед, а хвост уравновешивает вес головы назад.
По моему опыту, несбалансированная поза выглядит совсем неправильно. Поэтому, прежде чем быть привлекательной, я чувствую, что поза должна быть сбалансированной. Мы можем чувствовать, что персонаж хорошо заземлен, и он не упадет. Поэтому, создавая свою позу, думай в первую очередь о цели твоего персонажа, о цели позы, о его чувствах. Затем подумай о привлекательности позы, силуэте и так далее. И для любой неподвижной позы или позы с очень легким движением, где нет так много инерции, всегда думай о том, чтобы уравновесить свой характер. Поскольку я приближаюсь к нужной позе, я не могу думать о том, чтобы исправить вторичную форму, такую как ориентация локтя, ориентация колена и все такое прочее. Исходя из этого, я сделал личный выбор. Я не уверен, что белка действительно может вращать ушами. Наблюдая за эталоном, кажется, что наблюдается небольшое вращение ушей. И просматривая другие видео, я вижу небольшое вращение, но я не уверен, насколько сильно они могут вращать ушами. Но уши — это фантастическая функция для передачи эмоций, для передачи любопытства. Подумай о движении кошачьих ушей, когда они услышали шум, их ухо поворачивается почти на 180 градусов. Они могут проявлять также страх, агрессивность и так далее. Так что я совершенно не против, если это движение неправильное, потому что я здесь не для того, чтобы воспроизвести реалистичное движение. Я здесь для того, чтобы дать жизнь этому персонажу через эмоции. Я чувствую, что поза выглядит достаточно правдоподобно. Вот я начинаю работать над следующей позой, и сначала я также сделал позу, в которой персонаж стоял на задних ногах. Но это было слишком похоже на текущую позу, так что в конце концов я изменил эту позу. Я хотел, чтобы персонаж почувствовал удивление от какого-то шума или чего-то еще и испуг одновременно. Мы сразу перейдем к следующей позе, а затем посмотрим, как я переработал текущую. Поскольку следующая поза, последняя перед тем, как наш персонаж снова побежит, я продублировал все ключевые кадры цикла бега и их на кадр 35. Я также продублирую последнюю клавишу движения по маршруту и помещу ее на первый кадр второго цикла. Таким образом, я не получу корневого движения во втором цикле. В конце концов, мы избавимся от корневого движения, но оно важно для перехода между циклом бега и первой позой холостого хода. Вот я создаю позу предвкушения. В следующем видео будет более подробное объяснение предвкушения. Но в основном это момент, когда персонаж сжимает себя, чтобы собраться с силами, прежде чем прыгнуть вперед в цикл бега. Поэтому я прижимаю ногу к земле так, чтобы она была очень устойчивой. Я толкаю грудь назад, а бедра вперед, чтобы как можно сильнее сжать туловище. И я тоже толкаю головку внутрь. Это похоже на сжатие пружины перед тем, как отпустить, чтобы заставить ее подпрыгнуть. Я придаю хвосту форму удара, потому что я знаю, что когда он будет прыгать, он ударит хвостом вниз. Так что я как бы придаю телу форму, противоположную тому, как оно отреагирует на следующую позу. Я сильно сжимаю его, в то время как оно будет растягиваться, когда персонаж прыгает. Как уже объяснялось, я пересматриваю предыдущую позу перед ожиданием, потому что я не был доволен тем, что он остался на задних ногах. В то время как я хотел, чтобы он был немного напуган каким-то шумом или чем-то еще, как раз перед тем, как он решит убежать. Поэтому я хочу, чтобы белка хорошо стояла на своих 4 лапах. Чуть ближе к земле, готовый к прыжку, с ушами, головой и туловищем, направленными в сторону шума. Хвост уравновешивает позу, создавая красивый изгиб всего тела. Опять же, я забочусь о том, чтобы персонаж был хорошо сбалансирован, поэтому я немного смещаю правую переднюю ногу в сторону. Как уже объяснялось ранее, как и в любом виде искусства, не стесняйтесь пытаться улучшить свою анимацию. Пересмотри ее, передумай и так далее. Если ты не уверен в том, что делаешь, то измени это. Если тебе кажется, что ты ничего не сообщаешь, измени это. Если это скучно, измени это. Но если ты не можешь понять, почему, не стесняйся спрашивать кого-нибудь из окружающих. Одна из самых крутых вещей в анимации заключается в том, что большинство людей связано с анимацией.
И хотя твоя мама, возможно, не сможет сказать тебе, что ты должен сделать, чтобы улучшить свою анимацию, она может указать на вещи, которые кажутся ей странными. Или на то, что ей не нравится в твоей анимации. И тогда ты можешь сделать выбор, изменить ее, или это может натолкнуть тебя на путь улучшения анимации. И если ты знаешь какого-нибудь профессионального аниматора, который может дать тебе обратную связь, не стесняйтесь. Или размещайте свою анимацию на форумах, это очень важно.